Привет, Cover Project! Меня зовут Ольга Солнышкова, и сегодня я покажу вам свой новый проект в самом центре Москвы. Я выпускник Строгановки, для меня интересно в первую очередь писать в пространстве портрет заказчика, потому что все люди разные, они разного цвета, у них разный образ, у них разные мечты, чувства и восприятия. Для меня очень важно и интересно почувствовать этот образ и передать его в пространстве. После того, как я увидела этот дом, а это Vesper Residence на Тверской, я поняла, что заказчики не просто так сделали свой выбор, и им близка современная история, и поэтому подборку искусства я делала, отталкиваясь от той архитектуры, в котором будет находиться, собственно, квартира и пространство, в котором они будут жить, потому что все должно быть логично. Поэтому, когда некоторые заказчики не готовы на первых встречах открываться и рассказывать свои интимные, личные истории, я пользуюсь таким классным инструментом, мы смотрим искусство. В том числе, конечно, чаще современное. Мы смотрим разных авторов, мировых, известных, простых, неизвестных. И для меня очень интересно узнавать, что нравится и что откликается людям. На встречу с заказчиками я принесла много работ, не буду перечислять все, их действительно было очень много, мы просто листали работы, и я отметила для себя те, которые им понравились. И им понравилась очень красивая тонкая графика немецкого художника Джона Франзена. Тонкие, очень изящные линии я увидела для образа гостиной и повторила эту графику, точнее не то, что повторила, а увидела ее в оригинальном принте у французской фабрики ковров. Таким образом, у меня появился очень тонкий, легкий принт на ковре, который очень прекрасно соединяет все пространство. Вот те плавные, такие немножко женские линии появились в формах кресел. Они такие очень круглые, женственные и комфортные. И таким образом у меня собралась концепция обволакивающего пространства, в котором очень приятно находиться, собираться всей семьей. Его графика вся очень светлая, поэтому основной фон стен светлый, и предметы, которые здесь появляются с темными линиями, как раз графично прекрасно ассоциируются с его работами. Источником вдохновения для спальни была выбрана серия работ Юрия Купера. У него практически все работы абсолютно бесцветные, но очень глубокие и фактурные. Ты в них можешь погрузиться, как в такое какое-то облако спокойствия. И эта концепция нам очень понравилась. Я повторила ее в спальне и во всей зоне мастер-сьюта. Там мы использовали натуральные материалы в отделке, выбрали максимально тактильные ткани, завернули практически все пространство, все стены пространства в ткань и погрузили в такую комфортную мягкую капсулу. Архитектура комплекса тоже отразилась в интерьере, и я считаю это разумным и логичным, потому что мы видим его из окон, и потому что это продолжение архитектуры. Так появился в гостиной карниз, который я придумала сама. Я часто для всех своих проектов придумываю карнизы, все столярные изделия, плинтус. Это каждый раз какая-то новая история, которая максимально собирает образ. Так и здесь. Он неотделим от общей концепции архитектурного комплекса. Концепция застройщика такова, что все квартиры продаются с типовой отделкой. Но мои заказчики купили квартиру заранее, когда дом еще строился, и у нас появилась прекрасная возможность переделать планировку. И это того стоило. И на самом деле от отделки застройщика здесь остался только паркет. Общая площадь квартиры 160 квадратных метров. И из холла мы можем пройти через коридор в общую зону гостиной, объединенной с кухней. При этом у застройщика был предусмотрен вход из коридора сразу же в гостиную. Мне это не нравилось по сценарию, потому что мы заходили на торец шкафа, в котором расположен телевизор, и как-то сразу видели людей, которые расположились на диване. Я выделила зону коридора, в которую мы попадаем сразу из прихожей, в которой имеем возможность пройти к санузлу и как-то так парадно пройти в зону гостиной. Все получилось довольно-таки логично и разумно. Плюс мне удалось разместить здесь бар, в котором мы храним то, что нам не удалось разместить в основной зоне кухни.
В гостиной мы отказались от концепции, предложенной застройщиком, о том, что здесь располагается обеденный большой стол, потому что этот сценарий не подходил для нашей семьи. Они больше времени проводят за общением совместным, поэтому у нас таким образом получилось 2 мягкие зоны. Обеденный стол вот таким образом интегрирован к кухонному острову. В детскую мы попадаем из общего коридора. В первой части я вот таким образом расположила шкаф для того, чтобы хранить личные вещи. Здесь мы выделили такой уголок для няни или для бабушки, которая приедет в гости. Это получилась такая очень удобная комната, которая впоследствии используется всей семьей как уголок для чтения. Потому что вот этот диван с кнопки поднимается и опускается. И очень удобно здесь сидеть с планшетом или с книгой в таком очень укромном, потайном от всех месте. Дальше мы попадаем в зону детской. Здесь у нас спальное место, соответственно, на вырост. Снизу у нас выдвижные ящики для хранения постельного белья. Здесь очень красивый стеллаж для хранения книг. Рисовали по моим эскизам. Он получился вот таким интересным, и за этой панелью прячется телевизор. Дальше мы проходим в зону мастер-сьюта. Здесь застройщиком была предусмотрена общая зона спальни, которая нас также не устраивала. И я выделила отдельно зону гардеробной для того, чтобы, когда один из супругов собирается утром на работу, он не мешал второму супругу, который еще, собственно, отдыхает. Также возле выхода из квартиры я расположила гардеробную, поделила ее на 2 части. Первая часть такая парадно-нарядная для гостей и для пользования ей каждый день. Вторая часть, которая разделена раздвижными дверьми для хранения вещей, которыми редко пользуются. Подробнее планировку можно посмотреть в телеграм-канале The Cover Project. Пространство прихожей несет в себе большой функционал, имеет множество дверей, проходных в разные зоны. И для того, чтобы их как-то растворить и не привлекать к себе внимание, не делать это пространство слишком проходным, визуально я спрятала все двери в стеновых панелях. Они растворились в них, и весь акцент я перетянула на потолок. Таким образом, мы вместе с художником создали уникальный рисунок, который был разработан и придуман художником, поддержан мной, соответственно, его идеи зародыша. Таким образом, я выровняла пропорции комнаты. Вместо вытянутого узкого пространства она визуально стала шире. Чуть-чуть припустила потолок для того, чтобы выровнять пропорции. И акцентировала только на том проеме, на той входной двери, которую хотела показать для гостей. То есть я обозначила место входа в гостиную. В прихожей получилась комната-шкатулка с обволакивающим эффектом, где растворилось множество дверей. И на самом деле весь проект хотелось сделать таким цельным, расслабляющим, поэтому в гостиной у нас портьеры в цвет стен, они не привлекают к себе внимания. При этом очень важно для наших заказчиков было увидеть очень приятное тактильное качество всех тканей. То есть если кажется, что где-то сочетания слишком простые, на самом деле нет, они играют на сочетании тактильных чувств. Например, изголовье кровати у нас в ткани Лора Пьяно, и очень приятно утром просыпаться и его трогать. Стены спальни обтянуты шерстью, ковролин очень комфортный, мягкий, в котором тонет нога. Поэтому все не только визуально комфортно, но и в первую очередь тактильно хорошо, как хороший дорогой костюм. Сшито и сидит по фигуре, и очень приятно тактильно. В гостиной не хотелось показывать телевизор. Вообще часто в своих проектах не хочется видеть телевизор, он постоянно это черное пятно. Я его всегда стараюсь чем-то закрыть, и в гостиной придумала такую концепцию стеллажа, когда за красивыми дверьми ручной работы прячется телевизор. При этом он красив и в закрытом виде, и в открытом. В открытом мы оформили красиво полки и подобрали телевизор, который минимально привлекает к себе внимание. А в закрытом виде это очень красивая арт-история. То есть это фасады, которые вручную были вырезаны мастером. Полки я подобрала со вставками мрамора, и получилась очень такая красивая композиция. Я очень люблю коллаборировать с художниками, так же, как мы создавали уникальную историю в прихожей.
В гостиной мы писали картину на заказ у художника. Его зовут Сергей Карев, и он прекрасно, на самом деле, совершенно прочувствовал интерьер и написал работу, подходящую именно вот для этой семьи, именно для этого интерьера. Также панно на кухне было создано специально для этого проекта прекрасной керамисткой Еленой Ореховой. Я попросила сделать ее здесь цветовой акцент. Она очень классно реализовала ту идею и ту акцентную историю, которая мне здесь была нужна. Скульптура Натальи Вяткиной — это любовь всей семьи. Она здесь появилась после примерки нескольких вариантов и вписалась, на самом деле, совершенно чудесным, прекрасным образом. И по своему образу, и по динамике, и по формам. Она стопроцентное продолжение интерьера и стопроцентная реализация каких-то образов нашей прекрасной семьи. Над диваном у нас разместилась очень интересная работа Антона Конюхова. Она очень классно работает со светом, отражаются в ней закаты, рассветы. И это такое солнце дома, назовем ее так. Наследство от застройщика нам досталось довольно-таки хорошего качества исполнения итальянская кухня. И менять ее было жалко, поэтому мы приняли решение ее оставить и немножко перестроить, обыграть. Так как семья очень редко собирается за обеденным столом, все всегда в своих делах и больше любят времени проводить за разговорами в мягкой зоне, поэтому обеденный стол я пристроила к острову. Мы от старой кухни оставили только каркас, внутреннее наполнение. Сняли всю внешнюю часть, сварили новый серьезный металлический каркас для того, чтобы прикрепить к нему с виду невесомый обеденный стол из красивого камня. Таким образом сохранили внутреннее наполнение, которое осталось нам от застройщика, но внешний вид оно приобрело совершенно иное, которое больше по сценарию жизни подходило нашим заказчикам. Нужно сказать про наших заказчиков. Очень приятно работать с молодой, красивой семьей, для которой важна эстетика. Эстетика важна во всем. И это на самом деле очень похвально, очень приятно было с ними работать. Мы с ними находили вместе иногда какие-то очень интересные отделочные материалы. Таким образом, для другого моего проекта я возила с собой кусочки селенита, и там это была очень акцентная, интересная история. Зашел разговор про них, и заказчики предложили использовать этот материал в ванной. Для кого-то это может показаться какой-то расточительностью и роскошью, но мы решили, что наоборот это очень практичный материал, который не боится влаги, который при этом прекрасно сочетается с камнем, с мрамором, которым у нас отделана вся ванная зона. И мы приняли решение облицевать шкафы в ванной селенитом. Авторские интерьеры не бывают одинаковыми, так же, как не бывает одинаковых людей, поэтому они так интересны.